Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня решила пораскрашивать в раскраске Ханны Карлсон «Магический дом» из серии «Волшебные истории». Она у меня в прошлом месяце появилась только-только. И я успела раскрасить одну иллюстрацию, начала с нее раскраску. Вот. Надеюсь, вам видно. В принципе, мне очень нравится вот эта иллюстрация. И, наверное, я бы даже ее, может, и раскрасила. Но я хочу все-таки полистать, посмотреть, может быть, что-то еще мне здесь, не знаю. Здесь, в общем-то, много интересных иллюстраций. Мне и вот этот разворот нравится очень. Но я пока еще не решила, что хочу. Я просто на ночь вчера листала, смотрела. И домик хорошенький. Да вот это тоже сплошная милота. Но единственное, кошаки только. Может быть, вот эту. Тут есть еще одна. Я, правда, знаете, смотрела еще Марию Тролли, «Дивную луну». Я не помню. Короче, какая-то мне иллюстрация понравилась, которую я решила раскрашивать. Но это, по-моему, уже в другой раскраске и в следующем влоге будет. Вот. Сейчас посмотрю. Да. Наверное, я остановлю свой выбор. Сейчас пролистаю. Не, мне еще нравится вот это. Вот я сейчас думаю между этой иллюстрацией и той. И пока не знаю. Не, знаете что, наверное, все-таки раскрашу именно вот эту иллюстрацию. Она мне очень нравится. Так, сейчас я подумаю, какими карандашами. Но здесь точно будет Берлинга Металлик, будет Magic. Ну, а что касается вот тут вот, чем раскрашивать, может быть, я возьму пастельные карандаши Берлинга, возможно. Ну, или же брутфунеры, которые большой набор. А фон, скорее всего, мне хочется сделать акварелью. Ну да, и здесь нету лиц. Просто если бы здесь было лицо, потом, например, даже если я лицо крашу не так, как все реалистично, все равно было бы не очень. Вот. Но лиц тут нет, поэтому здесь можно будет побаловаться потом акварелью. Сейчас я достану все карандаши, которые мне потребуются, и вернусь к вам. Для начала я взяла Берлинга Металлик. Мне потребуется два цвета вот этих, который, ну, в общем, вот эти вот, типа серебряные. Меня сейчас вот прям тянет на такие раскраски. Хочется чего-то такого. То есть, например, в прошлом месяце я вообще раскрасила меньше, чем всегда. Ну, я уже это объясняла, не будем к этому возвращаться. Но суть в том, что
Вот, зато там преобладали вот такие раскраски. Я не знаю, просто не сильно мне сейчас хочется раскрашивать, например, по номерам, хотя, казалось бы, да. Не, ну я просто еще, как-то они мне поднадоели по номерам. Ну, такое бывает. Потом я, естественно, к ним вернусь. Ну, а потом еще, знаете, это затягивает. Когда какая-то ситуация или ситуации, когда хочется именно отвлечься, ну, я просто подумала, что если я уже засяду за номера, где вообще ничего не надо думать, то результаты месяца, может быть, были бы, как всегда, большие, но в отличие от предыдущих месяцев, преобладали бы номера, но это как бы... Потому что одно дело, когда там раскрашиваешь, как всегда, 60 работ, из которых там довольно много вот в таких раскрасках, также там и простенькие иллюстрации, и номера, это совсем другое дело. Поэтому, в данном случае, получается, был вот момент, что или это будет немного, но зато вот в таких раскрасках, или будет много. Хотя я даже сомневаюсь, что было бы по номерам много, потому что у меня вот не лежала душа абсолютно к чему-то такому номерному. Вот. Это при всем при том, что я очень люблю по номерам пораскрашивать, особенно вот эти вот от клевера, которые мне так хотелось. И вот благодаря Марине, Юле, канал Маринины раскраски, полка с раскрасками, я вот получилось приобрести. Я очень довольна. Вот. И потом как-то заглохло. Хотя у нас даже с Оксаной так это все было распланировано. И одно время мы так поэтому шли. Ну, в общем, да. Я даже кошки оставила по номерам, хотя, по идее, должна была уже закончить. Я даже должна была закончить раньше, чем Оксана, потому что у меня раскраска появилась раньше. Но вот что-то пошло не так. Так, надо бы мне, конечно, взять какую-нибудь... Так, сейчас, минутку. О, у меня тут, видите, ластик попачкался. Надо это как-нибудь устранить. Вспомнила, это нужно взять, знаете что, линейку. Прикол с линейкой я вспомнила со школьных лет. Ну, почистила. Но, правда, я еще и по столу провела. Надо будет так это салфетку взять, но мне, честно, сейчас лень. Так, где у меня здесь иллюстрация это была? Вот. Убрала я этот свой маленький пылесос, а надо бы его достать. Так, ну что, здесь пусть будет Magic. Мне нравится. Это всегда беспроигрышный вариант. Ну вот, знаете, прошествие вот этого месяца и так далее, могу сказать, вот все равно, что бы там ни было, а вот для Ютуба я всегда снимаю с удовольствием. Для меня это, хоть я и никогда и не скрывала, что это естественный заработок в том числе, но это еще и удовольствие. То есть это вот реально то, что я готова даже и в случае чего и за бесплатно делать. Потому что это удовольствие. Я уже к Ютубу привыкла за столько-то лет. Так, ну что, вот это уже раскрашено. Может быть, я здесь что-то где-то затемню чуть позже.
И, наверное, придется взять, скорее всего, брутфунеры, потому что там много всяких цветов, и что-то такое вот лавандовое подобрать. Здесь, скорее всего, будут тоже металлики, но я их пока на время уберу наверх. Так, извините, у меня вот эта штука прям в кадр попала. Ну, а вот и брутфунеры, которые уже успели запылиться в очередной раз. Так, сейчас я наушники в сторону. Вот, уже успели запылиться. Странно так они тут перекатываются, как будто одного не хватает, а вообще все на месте. Даже удивительно, как это у них получается. Так, я вот сейчас их поставлю, карандаши сюда. Так, главное, чтобы у меня раскраска была в кадре. Не поняла? Вот, все в порядке. Так. И буду подбирать, чтобы сюда такое наиболее подошло. Ну вот, например, мне нравится 112 и вот этот вот. И 99 нравится. Неплохо подходит. Но я думаю, что 99 наиболее подходящий. Да. Так. И здесь у меня 40. Здесь 80. Так, и ищем. Сейчас я поближе, чтобы не тянуться. Вот он-то 99. Пока уберу. Так, ну что, раскраска в кадре. Можно спокойно раскрашивать. Ну, в принципе, здесь что? Здесь такая монотонная работа. Не, потом можно взять что-то более... Это я уже за кадром сделаю, затемню что-то. Ну вот я, например, по своему настроению могу сказать, если сравнивать март и апрель, вот, то у меня, знаете, было как? Было так, что вот что-то делаешь, да, по дому и думаешь, надо раскрашивать, и вроде не хочется, но поскольку хочется снимать и так далее, садишься, только-только берешь в руки карандаши, и сразу хочется раскрашивать и все такое. Вот. Ну, правда, потом бывало так, что, ну, не всегда, но бывало пропадало желание. А бывало наоборот, садишься с удовольствием, с рвением, немножко минуты, там, ну, 5-10 пораскрашиваешь, и уже желание пропадает. И такое было. А сейчас вот возвращается вот это прям желание, то есть вот я сижу, и я чувствую, что оно у меня не пропадет, то есть что мне в кайф. Ну, понятно, это было связано с разными вот этими всеми событиями, да, как бы они в любом случае каждого затронули. Ну, плюс там всякое просто в жизни. Но, наверное, в этом есть еще такой, знаете, плюс, что получилось, я сделала как небольшой себе отпуск. Хотя я снимала каждый день, то есть кто подписан на мой канал, кто смотрит, все знают, что на моем канале видео вот как выходили каждый день, так они и выходили. Но другой вопрос, что, как правило, выходило по одному видео, и только там ближе к концу месяца, может быть, я там по 2 выкладывала, но в целом у меня был ежедневный контент в любом случае, то есть стабильность была. Вот. Но я себя вот именно немножко так отпустила, потому что обычно я стараюсь, чтобы 2-3 видео, 4 видео в день было. Вот. Но я себе дала такой небольшой отпуск. Ну и, видимо, дало свои плоды, потому что, ну и по результатам месяца, по разным параметрам могу сказать, что
хорошие результаты были, я ими довольна. Ну и плюс сама немножечко, вот именно что не уходя от канала, при этом я немножко так отдохнула, расслабилась эмоционально. Хотя, ну да, как бы, ну, по крайней мере, в плане вот этого ведения канала я точно немножко дала себе вот эту возможность расслабиться. Так, хочется здесь, честно говоря, немножко подточить карандаш. Проблемно это, конечно, все. Возможно, просто в эмоциональном плане, конечно, это была большая для меня нагрузка, она и сейчас есть. То есть, причем, знаете, когда, ну, например, еще даже пару лет назад и на протяжении многих лет, когда там что-нибудь случалось, даже вот, ну, незначительное, я сразу эмоционировала, давала волю своим чувствам. Это вообще минус, потому что, как бы, когда даешь, с одной стороны, волю негативу, то в него же легко и веришь, и накручиваешь себя там, да. Но, тем не менее, был один плюс, что это не отражалось на моем физическом состоянии, по крайней мере, так, как сейчас, потому что, ну, понятно, я стала взрослее, я понимаю, что там, если что-то случается, есть вещи, на которые ты, ну, повлиять не можешь, да, там, отмотать все назад ты уже не можешь, ну, максимум, что можно, это успокоиться, выдохнуть там и подумать, что с этим делать. Вот, и, соответственно, истерить нет смысла. Ну и поскольку нет смысла, то ты не истеришь, но в себе ты это переживаешь, даже если ты отвлекаешься, если ты читаешь, смотришь кино, занимаешься там хобби, домашними делами, не знаю, там гуляешь, все равно это очень сложно, редко кто может настолько отключиться, что что-то ты не перемалываешь. И в итоге, да, у меня под конец месяца уже получилось так, что я сидела, подписывала видосы и понимаю, что, знаете, так, ну, что-то как-то шею зажала, потом глаз задергался, дотрагиваешься там до правой стороны, до щеки, до лба, до уха, до шеи, там вот плечо, все, и до кончиков пальцев на ногах. И просто, ну, как бы, зажала, больно, нервы, вот. Но опять же сказать, что надо давать волю чувствам, ну, не знаю. В общем, непонятно, где искать эту золотую середину, чтобы это не выглядело какой-то истерикой и в тот же момент не вылезало вот таким вот образом. Очень сложно. Но, с другой стороны, хорошо, что у меня столько разных интересных занятий, потому что не будь этих занятий, вообще сложно представить, что бы было. Потому что, ну, не знаю, от близких людей ждать поддержки оно как бы не приходится, поэтому... Ну, наверное, меня это больше всего как бы и убивает. Что от них как бы нет поддержки. В частности, от самого там близкого человека. Может быть, как раз-таки, будь это поддержка, я бы как бы так не эмоционировала. Такс, ладно, значит, сейчас я уберу этот карандаш, потом, может быть, я еще какой-нибудь вот такой вот возьму, немножко где-то оттеню, а может быть и что-то с розовинкой такое. Но теперь надо подобрать карандаш по вот для зелени.
Не знаю, мне кажется, что, возможно, 43-й подойдет. Так, тогда снова перекладываем. 43-й. Вот он там. Ну, я могу ошибаться. Ну, по крайней мере, он мне нравится. Сейчас я его подточу нормально. И можно будет... Так. Причем у меня, я уже думала, что у меня там запустится мой интернет-магазин, но все это тормозится. Это сильно тормозится. Ну, там были моменты. Ну, ладно, я считаю, что все своим чередом. Другой прикол, что я его поторопилась оплатить. Ну, и то тоже не страшно. Наоборот, считаю, высказала Вселенной намерение. Ну, потому что она, подготовка идет, но у меня были несколько вариантов, и я металась между одним и другим, но я поняла, что я не хочу по-старому вести дела, абсолютно не хочу. Это все будет принципиально по-новому, а раз по-новому, то нужно было кое-что закупить. Пока это ко мне идет. Не всеми моментами я сама хочу заниматься. Я не хочу заниматься, например, если честно, да, не хочу заниматься фотографией сама. Хотя у меня, например, папа был фотографом, у него была фотостудия. Я сама как бы в принципе этому обучалась. Но поскольку это все отдельный вид, который тоже требует забот, я бы, конечно, на кого-нибудь это переложила с удовольствием. Вот. Просто с огромным удовольствием. Ну, посмотрим. Я это тоже обдумываю, как это сделать. Возможно, все-таки, ну, если там касаться одного из аспектов, я четко для себя решила, что все по-новому, и я этот вопрос уже для себя определила, то вот со съемкой, ну, наверное, пока придется все же самой обходиться. Ну, уделю этому время, в конце концов. Тем более, что сейчас и световой день, и все прочее. Более такой. Так, ну мне нравится, как получилось зеленое. Вполне себе. И сейчас нужно взять охру, но охру я возьму не отсюда. Охра у меня будет вот ашановский карандашик. Он у меня есть и побольше, еще в запасе. Ну вот он мне здесь попался, я им и сейчас воспользуюсь. Ну что ж. Еще пару минуточек я поснимаю для вас. Но, кстати, если в том месяце у меня было так, что я снимала, а доделывала чуть ли не через неделю, бывало доделывала сразу, то сейчас у меня как бы такое желание прям сесть и дораскрашивать. И я думаю, что это уже весь месяц будет именно такой. То есть, да, я дала себе отдых и все. Я пришла хотя бы в этом плане в себя. Так, и, наверное, надо потемнее сейчас достану. Вот он-то потемнее карандаш. Сейчас сразу его заточу. Так, заточила. Я просто хочу немножечко вот тут вот добавить. Понемногу.
Сейчас покажу, каким цветом я планирую делать фон, по крайней мере у меня как есть в планах. Здесь я, поскольку иллюстрации двусторонние, я, конечно же, буду использовать детскую акварель. И я, скорее всего, буду вот эти свои любимые сочетания использовать. Вот этот желтый цвет, да, и как бы вот этот, розовенький. Они идеально сочетаются. Может быть, я добавлю что-то еще. Но вот я так себе это представляю. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, поддержите меня, пожалуйста, лайком, подпиской. Рекомендуйте мои видео своим друзьям, знакомым, делайте репосты. Заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая, 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.